Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о разных моментах. Я уверена, что обсудить это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Абсолютное отсутствие протеста Чангука, когда Чимин закидывает на него свои ноги. То, как Чимин всегда говорит, что с Чангуком спать больше не будет никогда после инцидента с локтем, но все равно всегда оказывается в чьей кровати. На этом моменте я была готова умереть. Показали кадры из Америки, как Чангук пробует что-то вкусненькое в ресторане, а затем произносит Чимину бы это понравилось. 지민 형이 진짜 좋았거든. Просто Чангук, который проверяет, удобно ли спит Чимин. Они узнали друг у друга, все ли в порядке. Понимают друг друга с одного взгляда. Прежде чем продолжить, хочу напомнить, что у меня есть канал в Telegram. Название и ссылка в описании. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. Там уютно и комфортно. Чангук и Чимин говорят об армии. Чангук сказал Чимину: «Просто быть рядом с тобой, с твоей бритой головой. Надеюсь, что мы будем спать рядышком». Чимин сказал: «Я с тобой рядом спать не буду, потому что ты ударишь меня во сне опять в лицо». Когда он был в Нью-Йорке, он не хотел говорить об армии, но на Чеджу он был взволнован и говорил об этом, потому что он собирался пойти служить вместе с Чимином. Чимин и его 30 лет. Чангук запер дверь, чтобы Чимин не смог войти, и засмеялся. Потом они начали бить друг друга полотенцами. Чимин сказал: «Давай остановимся, я уже не ребенок. В следующем году мне исполнится 30». А затем кидает полотенце в Чангука. Чимин спросил: «А листа перилы нет?» Чангук ответил: «Лист перилы может оказаться рискованным выбором». Чангук решил, что не имеет ничего общего с листьями перилы. Самая полная информация о том самом коде, который Чимин показал Чангуку. Оказывается, что код 5412 на корейском сленге часто используется как краткий способ выражения «саранхэ» «я тебя люблю». Многие не заметили это, но рука Чангука тоже пытается ответить цифрой 5412. Очень жаль, что там часть вырезали. «5813 равно доверяй мне». 5412 равно я люблю тебя. Ну какие же они романтичные. В хакорейском языке 5412 произносится как оса или и часто используется в качестве сленга и означает «опа саранхэ», что переводится как «я люблю тебя, опа». Обычно это слово употребляется в текстовых сообщениях или в онлайн-общении,
где относятся к старшему брату или близкому другу мужского пола или партнеру. Код 5412 в корейском интернет-сленге часто используется как сокращенный способ выражения фразы «саранхэ», что означает «я люблю тебя». Вот как это работает. Число 5 на корейском языке можно прочитать как «о», что является фонетическим соответствием. Число 4 произносится как «са», что напрямую соответствует первому слогу. Число 1 произносится как «ай-яй», но в данном контексте оно используется вместо. Число 2 произносится как «ай». Поэтому, когда вы читаете 5412 по-корейски, оно фонетически напоминает «опа, саранхэ». Это игривый способ выразить свою привязанность в текстовых сообщениях на корейском языке или онлайн-чатах. Чангук ждет, когда вернется Чимин, и они оба предлагают друг другу кровать. Они так внимательны и добры друг к другу, а Чангук выбрал кровать на полу, потому что матрас не слишком мягкий. Это напряжение между ними. Некоторые вещи, которые я заметила в последних сериях шоу. Почему никто не говорит об их серьгах? У Чангука все серьги, кроме той, что на правой или левой мочке, насколько я помню, серебряный толстый обруч. Когда я уже начала думать, куда она делась, бам! Появляется Чимин с точно такой же на одной мочке. Это так мило. Они делятся своими серьгами, как будто не могут позволить себе свои собственные. Компания также может их предоставить. Чангук относится к Чимину очень по-другому по сравнению с остальной командой, персоналом и даже его друзьями. Нужно быть слепым, чтобы не видеть этого, потому что его глаза, внимание, фокус всегда на нем, незаметно, но есть. Вся эта ситуация с палочками. Почему Чангук разозлился на Чимина? Ведь именно Тэхён начал споры за ветчины. Это должно было быть направлено на него, верно? Если бы это была я бы набросилась на своего друга, который сомневался в моих знаниях, но я бы вышла из себя. Если бы мой партнер тоже сомневался во мне и встал на сторону того, кто против меня, что я и вижу по поведению Чангука, он дулся, он не был зол, он не злился и т.д. и хотел, чтобы Чимин извинился за то, что ранил его чувства, хотя это очень по-детски. Но потребовал ли Чангук таких же извинений от Тэхёна? Нет, насколько я могу судить, я не думаю, что его волновало, что он был прав по отношению к Тэхёну. Его волновало, что Чимина не соглашался с ним. Чимин не ребенок, да, его тело маленькое по сравнению с Чангуком, но не позволяйте этому обмануть вас, Чимин контролирует ситуацию. Он ведет себя слабо, потому что питается реакциями Чангука. Ему нравится, когда Чангук показывает уверенность, но он также любит проверять его. Отсюда и сокращение в эпизодах Чимина провоцирует, и когда Чангук отвечает «бам», сцена вырезана, Чимин всегда ведет Чангука как щенка, и он знает это. После драки с полотенцем Чимин крикнул «останься», и щенок Чангук сделал это. Не позволяйте пирсингу и татуировкам обмануть вас. Когда они были в бассейне в первый раз, Чимин медленно приблизился к нему, и Чангуку пришлось сказать ему, что бассейн был прозрачным, и Бам прервал сцену, как будто это было не так. Я думаю, что у Чангука были воспоминания. Они очень любят друг друга, и они также заботятся о Тэхёне. Особенно Чимин. Он такой заботливый человек. Я уже говорила,
Даже если в будущем они не будут друг с другом и женятся на женщинах, я все равно буду верить, что сейчас и в прошлом у них было что-то особенное, и в этот день я буду вслух напевать песню «Квилл» про себя. Чимин был прав, когда спросил, а шоу вообще можно показывать? Статья на тему «Младшие участники BTS рады были отправиться в совместное путешествие». Вышел 5-й эпизод шоу «Вы уверены?», в котором показаны приключения Чимина, Тэхёна и Чангука на острове Чеджу. В конце недавно вышедшего эпизода пребывание трио на острове Чеджу подходит к концу. Чимин и Чангук попрощались с Тэхёном, вспоминая, как они снова почувствовали себя детьми, находясь вместе, особенно учитывая, что они самые молодые участники BTS. Чимин и Чангук заметили, что этот опыт был еще более приятным с присутствием Тэхёна. Чангук также добавил, что, хотя он любит всех участников BTS, поездка была особенно веселой, потому что он был с младшими участниками. В шутку Чимин спросил, слушает ли Намджун, делая вид, что он на связи. Трио поделилось трогательными моментами, а Тэхён признался, что давно не путешествовал так свободно, и это заставило его снова почувствовать себя моложе. Чимин согласился, признав, что общение с другими участниками вернуло ему чувство молодой энергии. Тэхён игриво заметил, что Чимин, похоже, снова обрел молодость, на что тот с юмором ответил, что чувствует себя на 7 лет моложе.